the more popular your post is, the more it gets shown. Чем более популярным является ваш пост, тем большее количество людей его видят. What I mean by this is, что я под этим подразумеваю? If you make a post, если вы написали в Фейсбуке пост, and after a couple hours, и через пару часов, there's no interaction, likes or comments, нет больше никакого действия, связанного с вашим постом, никто его не комментирует. Facebook doesn't want to keep showing that to everyone else. Facebook понимает, что нет смысла показывать это всем остальным. Because that means it's not good content and you'll stop coming on Facebook. Это означает, что ваш пост с точки зрения Facebook не дает хорошего содержания, поэтому Facebook понимает, что нет смысла показывать ваши посты. Whereas if you make a post that gets a ton of likes right away, или, например, если вы написали пост и сразу же куча людей поставили лайки. Facebook wants to show that to more people because it makes it more addicting of good content. Facebook хочет показать ваш пост большему количеству людей, потому что люди реагируют на ваш пост, потому что он имеет хорошее содержание. So there's some simple things that we can do to help you out, and I'll tell you why social media is important. И есть простые вещи, которые мы можем сделать в Facebook для своей пользы. И я вам хочу сказать, почему Facebook это такая хорошая штука. Number one, we want to increase our likability. Первое, мы хотим увеличить свою популярность, чтобы мы нравились людям, чтобы люди нас лайкали. Not in a fake way, in a real, authentic way. Не как-то, не искренне, не по-настоящему, но действительно, чтобы это было по-честному. It doesn't matter how good someone is, if you can't stand them, you don't want to work with them. Если, неважно, насколько человек профессионал, но если тебе неприятно с ним работать, ты просто не хочешь рядом с ним быть. Number two, we want to increase our credibility. Следующее, что мы хотим увеличить в Facebook, это как бы уровень доверия Facebook к нам. For example, например, a post that I could make, пост, который я написал, is a selfie with all of you, это селфи со всеми вами, or with some of the leaders or whoever, неважно, или с какой-то группой людей, с лидерами, and say, я говорю, it's so fun chasing my dreams with all these other like-minded leaders. Это так весело стремиться к достижению своей мечты, находясь среди единомышленников. Number three. Третье. Our goal is to increase our visibility or recallability, be memorable. Наша цель увеличить уровень запоминаемости, нашей запоминаемости в Facebook. Because even if somebody's likable and credible, даже если человек, например, люди не безразличны к нему, ставят лайки, если посты его вызывают доверие, if you don't know what they do, если ты не знаешь, что эти люди делают, then you're not going to ever think to work with them. то тогда у тебя не появляется желание с ними работать, с ними как-то взаимодействовать. Or buy from them. Или что-то покупать у них. And the last one, number four, и последнее, четвертое, is the law of profitability. Это закон прибыльности. We want to create win-win situations. Мы хотим создавать ситуации, которые будут нам выгодны, которые будут приносить нам доход, приносить нам выгоду. So I'm going to list a couple things that can help you out. Я составил список нескольких идей, которые могут вам помочь. And then we'll scroll through these slides, so anyone who wants to can take any pictures. И потом мы дальше будем переключать слайды, если кто желает, можете их фотографировать. So the first goal Первая цель is post every single day. Это первая вещь, которую нам надо делать. Шаг номер один – это постить в Фейсбуке каждый день. But don't post Но не надо постить more than 3 times a day. Больше 3 раз в день. Не делайте больше 3 постов в день. Now I understand that there are rare exceptions. Я понимаю, что это редкое исключение. If someone is a really big leader,
Если кто-то очень известный лидер, they have such a great following, у него очень много последователей, that they're going to get a lot more likes and comments and interaction. он будет получать больше лайков, больше комментов, больше взаимодействия в Facebook. Where they can post more than 3 times a day. И если это такой человек, который популярен в соцсети, в Фейсбуке, то тот может постить больше 3 постов в день. But until you reach that point, Но пока вы не приобрели такой уровень известности, this tip is helpful, and here's why. этот совет не постить больше 3 раз в день полезен, и вот почему. For Facebook to stay relevant, Для того, чтобы Facebook оставался актуальным, it wants quality over quantity now. Facebook больше обращает внимание на качество, а не на количество. And if you make multiple posts, Если вы ставите большое количество постов один за другим, then your posts are competing against each other. то тогда ваши посты начинают конкурировать друг с другом. То есть какой из них интереснее, какой из них круче. Facebook chooses what it shows and who it shows it to. И Facebook тогда выбирает, кого человек постит, что постит. And we want to get the most out of our posts, А мы хотим из наших постов получать максимум пользы. so people can get to know us better. Для того, чтобы люди могли узнавать нас лучше. A couple other things. Пару других идей. Never, ever post a link inside of any of your posts. Никогда не вставляйте ссылку в ваш пост. And some of you are thinking, why? И люди, когда это слышат, всегда задают вопрос, ну почему? Because the owner of Facebook, Потому что владелец Facebook, Mark Zuckerberg, Марк Цукерберг, doesn't want you to click on that link and go off of Facebook. не хочет, чтобы человек, который читает пост, нажал на ссылку и ушел с сайта Facebook. So if you've noticed, Если вы обратите внимание, if you have a link, если в вашем посте есть ссылка, you usually don't get that many likes or comments. вы обычно под этим постом не получите много лайков или комментариев. Because he's not showing it to that many people. Потому что Facebook не показывает ваш пост многим людям. So the workaround То, как можно найти обход этой ситуации, is post the link in the comments. это когда вы вставляете ссылку в комментарий к этому посту. Now we get to beat Mark Zuckerberg at his own game. И сейчас мы можем выиграть у Марка Цукерберга в той игре, которую он организовал. Sorry, Mark. Извини, Марк. Okay, a couple other, and we'll come here and we can see real quick on, I think it should show Еще up. пару вещей назову, и потом мы уже слайды покажем, вы можете их фотографировать. There we go. А вот. Okay, so number 3 is don't stalk. Do you know what stalking is? Не устраивай слежку. Номер 3. Не устраивай слежку за людьми в Фейсбуке. So stalking means Не преследуй you людей. never give back. You never like or comment on other people's posts. Другими словами, ты все смотришь, что люди пишут, но не лайкаешь, не пишешь комментарии, ничего не делаешь. Это называется слежка. First, it's a life principle. We have to give to receive. Первое – это жизненный принцип. Чтобы что-то получить, надо что-то отдать. And the next thing is Facebook actually shows your content to the people that you interact with the most. И второй принцип, который здесь срабатывает, Facebook показывает твои посты, твою информацию тем людям, которые реагируют на пост, лайкают или комментируют. So that goes with number 4. От этого мы переходим к 4-му пункту. Is commenting on others' posts. Это комментирование других постов других людей. Number 5. Номер 5. Facebook gets really cluttered when you start getting a lot of friends. Когда ты слишком много друзей у тебя в Фейсбуке, у тебя Фейсбук такой, ну, там такая каша, непонятно кто, что и вообще. So here's a hacker tip to unclutter Facebook. Вот есть такой
такая подсказка, такой совет, как навести порядок в своей ленте. When you scroll over where it says friends, like in the image, Когда вот как на картинке вы выбираете друзья, you have 30 people that you can put as see first. значит, там есть такая кнопочка «Увидеть первыми». Ну, не знаю, как на русском, но на английском see first. Это те, кого ты будешь видеть в первую очередь. Поставить приоритет. Поставить приоритет. Set priority. Oh, set priority. Ну, есть где-то оно. Друзья выбираете там. So that could be leaders that you want to follow. Например, вы в приоритет ставите лидеров. It could be new prospects that you want to make sure you're following more closely. Или, например, те люди, за которыми вы хотите в Фейсбуке, которых вы хотите отслеживать в Фейсбуке более тщательно. Another tip Еще один совет is if somebody isn't adding value to your life, если человек приносит что-то полезное в вашу жизнь, they're negative, or they don't make you feel good, или есть человек, который пользы не приносит, но какой-то негатив вам дает, или там, как-то высказывается нехорошо о вас. unfriend them. You don't have enough room for negative energy. Удаляйте таких людей из ваших друзей. У вас и так друзей слишком много, и вам нужно освободить место для новых нормальных людей. Or at the very least, you can go to following and click unfollow. И, если не хотите из друзей удалять, есть кнопочка вот там, где following, там, как это у нас? Заблокировать, наверное. Скрыть публикации. Скрыть публикации, да. То есть, получается, вы не видите отписаться от обновлений. Да, отписаться от обновления. Okay. I don't understand, but I'm just going with it. Well, The very first thing that people see when they're going to accept your friend request, когда вы посылаете кому-то запрос в друзья, первое, что человек видит, is your profile picture and cover photo. это фотографию вашего профиля и обложку вашей страницы. That's like your modern day resume. You know what a resume is? Это такое резюме, это такое CV электронное, которое вы выложили в Фейсбуке. Some say that first impressions last a lifetime. Некоторые люди утверждают, что первое впечатление человека остается на всю жизнь. So have a very well done profile photo or cover photo. Поэтому сделайте очень качественное, хорошее фото профиля и фото обложки. And make sure it conveys who you are, what you want to convey to them. И позаботьтесь, чтобы эта фотография доносила достаточно смысла, достаточно значимости того, чтобы вы хотели, чтобы люди увидели в вас. You may love your favorite cartoon character, Может быть, ты любишь какого-то там героя мультика, but it's not going to come off really professional if you have Mickey Mouse as your profile но photo. это как-то не по-взрослому будет, когда человек смотрит фотографию профиля, а у тебя там Микки Маус. I love Mickey Mouse. My kids love Mickey Mouse. Мне Микки Маус нравится, дети мои его обожают. Okay, number 7. 7-й пункт. Reply to everyone's comments. Reply to everyone's comments. Here's why. Отвечай всем, кто комментирует твои посты. Вот почему. Remember how I said how the Facebook algorithm works? Помните, я вам сказал, как работает алгоритм Facebook? The more popular your post is, the more it gets shown. Чем более популярным становится твой пост, тем большее количество людей его видят. So by replying to everyone's comments, Когда ты отвечаешь на комментарии людей, my post is going to get shown more. Отвечая на комментарии, я обеспечиваю себе вот эту популярность, и мои посты будут показываться чаще и большему количеству людей. It also is showing my appreciation to others that commented. И также тем, что я ответил на пост, на комментарий человека, я выражаю свою благодарность и признательность ему за то, что он прокомментировал. Number 8 we talked already about. 8-й пункт, мы уже говорили об этом. But what I would do Но что бы я сделал? is in your phone, В телефоне create a little
place that you store any notes or thoughts. Заведи себе такую записную книжку, такое место, где ты будешь сохранять свои записки, свои какие-то умные мысли. For potential Facebook posts. Для потенциальных постов в Фейсбуке. I have over 100 right now in my phone. Прямо сейчас у меня в телефоне таких записей более 100. It could be something that's fun, funny, insightful. Это что-то может быть такое умное, что-то такое осмысленное, что-то смешное, что-то веселое. It's not always business. Это не всегда должен быть бизнес. We want people to get to know us. Мы хотим, чтобы люди стали понимать, какой я человек. You want people to feel like мы хотим, чтобы люди чувствовали, that when they meet you in person for the first time, что когда, чтобы люди воспринимали тебя так, что когда они впервые встретятся с тобой лично, they feel like they already know you. они бы себя чувствовали так, что они с тобой уже давно знакомы. Number 9, this one's a little funny. 9 пункт, он такой немножко веселый. It actually has been proven И это было подтверждено и доказано, that posts with emojis что посты с эмодзи get 33% plus more engagement. по-русски со смайликами, они привлекают интерес людей, читающей публики, на 33%. Now don't put too many in there, Но не надо слишком много смайликов ставить в посте. because then we act like we're my wonderful 4-year-old. То тогда просто наш пост будет казаться как пост моего 4-летнего сына. We've all seen those posts, right? Мы все такие посты видели. Maybe we've made some of those Может, posts. I have. сами такие делали. Number 10, 10 пункт. Facebook Lives. Прямая видеотрансляция в Facebook. Facebook is in a competition right now with YouTube. Прямо сейчас Facebook очень сильно конкурирует с YouTube. Facebook Lives get shown И прямые видеотрансляции Facebook показывает 1,500% more than regular posts. 1,500%. в 1500 раз чаще и больше. То есть, если это видеотрансляция, аудитория ее и количество раз, которое она показывается в Фейсбуке, в 1500 раз больше, чем обычный текст. Вот так вот работает конкуренция. So if you want to get yourself out there and get known more, И поэтому, если ты хочешь заявить о себе в Фейсбуке, если ты хочешь, чтобы Фейсбук про тебя знал, do more Facebook Lives. тогда делай прямые видео в Фейсбуке. I mean, I see Marina does Facebook Lives almost every single day on stuff. Марина сейчас о продукции каждый день почти видео делает. They get to know you quicker because Facebook will show that to so many more people. И люди узнают о тебе намного быстрее, потому что Facebook покажет твой пост большому количеству людей. Now, some of you feel dumb and don't know what to talk about. Некоторые люди, когда включают видео на запись, чувствуют себя глупо и не знают, что им сказать в камеру. That was me. Я был такой же. It doesn't have to be about me. Не должно быть все видео, которое вы делаете, о Рейне. It could be about a mom who is becoming an entrepreneur. Это видео может быть о маме, которая занялась предпринимательской деятельностью. It could be about seed nutrition and getting in better shape. Это может быть просто начал кушать продукцию на основе семян для того, чтобы просто набрать физическую форму. It could be about anything you feel like you are learning about. You don't even have to be the expert on. Ты не обязан быть экспертом в том, что ты снимаешь на видео. Ты просто снимаешь видео, в котором ты рассказываешь, как ты учишься чему-то новому. You don't have to do them. Ты не обязан все это делать. It's just something if you're asking, how can I go to the next level? Но просто когда возникает вопрос, а как мне перейти на следующий уровень, This is one of those things that can help you. одна из тех вещей, которые действительно могут тебе помочь. Number 11 is a big one. 11 пункт, он очень важный, очень значимый. This is how you can never run out of contact. Вот именно таким образом у вас никогда не закончатся новые контакты. Unlimited leads. Это просто неограниченное количество новых контактов. Add 3 to
5 new Facebook friends every single day. Каждый день, абсолютно каждый день добавляйте в Фейсбуке по 3-5 новых друзей. Now, some of you are asking, well, where do I find these people? У кого-то может возникнуть вопрос, а где мне этих новых друзей взять? Here's my suggestion. Вот что я рекомендую. Go find a Facebook group Найдите группу в Facebook, that you have something in common. у которой с вами есть что-то общее. For example, Например, I love hiking, я люблю ходить в походы. so I could naturally make friends То есть, естественным образом, я могу подружиться с людьми, with people who like hiking. которым нравятся походы. So I would go into a hiking Facebook group. И поэтому я нахожу такую группу в Фейсбуке про походы, I would interact with others' posts. начинаю реагировать на их посты, I would add them as friends. добавляю этих людей в друзья, I would also make posts in that group и также сам размещаю посты в этой группе, because, again, these are people that I could naturally connect with. потому что эти люди, с которыми я могу установить такой естественный контакт. If you do this consistently, И если вы будете делать это регулярно и постоянно, think of how many new people you have on your Facebook every single year. просто подумайте, сколько новых людей будет у вас добавляться в Facebook каждый год. We don't have time right now, Прямо сейчас у нас нет на это времени, but once you max out on friends, но когда у вас максимальное число друзей в Фейсбуке наберется, which is 5,000 friends, на данный момент это 5000 друзей, then come talk to me and I'll help you out. тогда приходите ко мне, я вам расскажу, что делать дальше. Byron knows, Dino knows, we can help you out. Байрон знает, Дина знает, мы вам поможем. So that's positive stress, that's good stress when you get to that point. Это позитивный стресс, такой хороший стресс, когда ты уже дошел, набрал всех, дальше новых некуда поставить. Number 12, and we gotta go fast. I don't want to have my first presentation to go overtime and have Victor and Marina cut my head off. 12-й пункт, и очень быстро, потому что время подходит к концу, не хочу затягивать первую презентацию, чтобы Виктор с Мариной голову мне не оторвали. All right. So number 12. This is about building relationships. We're networking with people. Это о том, как строить отношения, как создавать сеть с новыми людьми. John Maxwell says, Джон Максвелл сказал, people don't care how much you know людям не важно, как много ты знаешь, until they know how much you care. до тех пор, пока люди не почувствовали, как сильно ты о них заботишься. We're building relationships with people. Мы строим отношения с людьми. And then, yes, we are being direct and seeing if they're interested in our products or И business. да, конечно, мы хотим быть целенаправленными и прямыми, если мы видим, что человек заинтересован в продукте или в бизнесе, мы ему отправляем информацию. So I like to transition to Facebook Messenger as soon as possible. И поэтому я предпочитаю, как только появляется возможность, переходить к общению с людьми в мессенджере Facebook. Because I can have personal conversations Потому with что them. тогда у меня появляется возможность иметь личный разговор, диалог с человеком. Personally, I like using audio for messages Лично мне нравится использовать аудиосообщения в Facebook. because I can get to know them quicker. Потому что так я могу познакомиться с человеком быстрее. They can hear I'm a real person. Человек может услышать, что я реальный человек. I feel like it's much more authentic. И мне кажется, по моему мнению, аудиосообщение, оно более аутентично, более связано с личностью человека. And when they see the message pop up, И когда человек видит, что ему отправлено аудиосообщение, звуковое сообщение, they have to click on it because they want to hear what the message is. когда человек чувствует, что надо же нажать кнопочку «послушать», мне же что-то сказали. Whereas when it's a text, А если вы отправляете текст, sometimes they can see it in the notifications and just pretend like they never saw it. иногда у человека появляется там, что вот и такой отправил текстовое сообщение, и человек делает вид, что он не заметил. So that's just a little trick. Это такая небольшая уловка. I could spend a couple more hours on these topics, Я по пару часов могу уделить каждому из этих пунктов, but my time is up, но время у меня подошло к концу.
And so I want all of you to ask yourselves this question today. Я хочу, чтобы каждый из вас сегодня задал себе такой вопрос. Are you a victim? Вы жертва? Are you a survivor? Вы выживший? Or are you a conqueror? Или вы победитель? Winner. How do you say, teach me, how do I say conqueror? Oh my goodness. Победитель. Победитель. Давайте хором, чтобы он слышал. Победитель. Победитель. Побеби. Побеби. Я запишу, я выучу это слово. I will get it down. So I want each one of you to write down Поэтому я хочу, чтобы каждый из вас прямо сейчас написал, what you are, кто вы, what you want to be, кем вы хотите быть, and how you're going to become that. и как вы им станете. How are you going to become a conqueror? Как вы станете победителем? What action are you going to take? Какие шаги вы предпримете в реальности? What's the one thing you're going to do to become better at this business? Что вы сделаете? Одно напишите, что вы сделаете, чтобы в этом бизнесе вы Отличное были лучше. обучение. Благодарю, Роб. Вообще замечательная информация. Очень рада за тех, кто смог прослушать это обучение. Вообще 2 дня форума просто шедевральные.